Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать современные токовые клещи с мультиметром DMC-100 от компании FNIRSI. Клещами можно замерять как постоянный, так и переменный ток с точностью до сотых доли ампера. К тому же они умеют измерять одновременно ток и напряжение, при этом показывая потребляемую мощность. В режиме мультиметра он замеряет напряжение, сопротивление, емкость, температуру, а также ищет фазу и имеет бесконтактное определение наличия переменного напряжения. Он может показывать графики изменения измеряемых величин. Внутренняя память прибора позволяет запомнить до 30 измерений. Питание прибора осуществляется от внутреннего аккумулятора, что является существенным плюсом. О всем этом поговорим дальше в ролике. Если вас интересуют другие ролики по электрике, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Прибор поставляется в такой красивой упаковке. Прибор можно подарить людям, которые увлекаются техникой. Но для постоянного хранения прибора она мало подходит. На задней стенке можно посмотреть, какие величины он измеряет и параметры этого прибора. Достаем прибор. Вот сам прибор. Вынимаем. Переворачиваем. Тут находится остальная комплектация прибора. Сверху находятся провода. Вынимаем их из пакета. Провода стандартные, довольно мягкие. Согласно надписям, они выдерживают 1000 вольт и 20 ампер. Провода имеют заглушки на разъемах и такие колпачки на щупах, что защищает их от коррозии. Снимаем защиту щупов. Щупы довольно острые, ими легко можно проткнуть изоляцию провода для измерений. Золотистый отблеск – это покрытие, которое также защищает их от окисления. Вот паспорт прибора, он на английском и китайском языке. В нем вы можете посмотреть характеристики прибора, а остальное узнаете из видео. Это термопара, о ней поговорим чуть позже. И есть такой шнур для зарядки с разъемами Type-C и USB. Для зарядки прибора этот шнур необходимо подключить в любой разъем USB с напряжением 5 вольт. В приборе шнур подключается сюда. В приборе установлен аккумулятор 3,7 вольта емкостью 1500 мАч. Тут же находится кнопка для подключения фонарика. Токовые клещи открываются этим курком на 25 мм. Тут же находится глазок фонарика. Включаем кнопку. Фонарик светит довольно ярко и освещает место, где вставляется провод клещи. Выключаем. Прибор имеет 2-дюймовый цветной TFT дисплей повышенной четкости разрешением 240 на 320. Дисплей защищен пленкой, которую легко снять. Прибор управляется 5 кнопками. Снизу подключаются шнуры. С обратной стороны 6 саморезов для разборки прибора. Прибор хорошо лежит в руке. Так он открывается правой рукой, а так левой. Обращаю внимание на компактные размеры прибора, благодаря которым им пользоваться удобно. Вот стандартные 266 клещи, которыми я пользуюсь давно. Как видите, наш прибор гораздо меньше по размерам. А это токовые клещи от GVDA, обзор на которые я делал ранее. Они схожи по размерам. Ссылку на обзор я оставлю в описании. Вначале я расскажу, как пользоваться прибором и какие возможности он имеет. А потом протестируем прибор на практике. Так его включаем. Прибор включается в режим, которым я пользовался последним при выключении. И это удобно. Если я обычно использую прибор в режиме прозвонки,
то при включении прибор сразу включается в этот режим. Автоматического режима определения вида измерений в этом приборе нет. Это хорошо, так как я им не рекомендую пользоваться. Довольно красивый яркий экран, хорошо видны показания с разных углов зрения. Вот я включил режим измерения постоянного тока. Что мы видим на экране? Первым указан режим Hold. Это заморозка значений. Значение временно запоминается на экране прибора. Опять удерживаем, и он отключается. Следующий значок фонарика. Мы фонарик активируем этой кнопкой. Значок у нас загорелся. Опять удерживаем кнопку, и фонарик выключается. Дальше показывается уровень зарядки аккумулятора. Когда прибор пришел, он был полностью заряжен. В случае разрядки прибора значок становится красным. Открываем резиновую заглушку и подключаем прибор к напряжению 5 вольт. Ниже показывается, какой параметр измеряется в данный момент. Дальше показано значение и единицы измерения, в нашем случае амперы. Диапазон измерений определяется автоматически. Вручную он не переключается. Ниже показаны минимальное и максимальное значение за сеанс измерений. Еще ниже шкала выбора параметров, которые мы можем измерять прибором. Нажимаем среднюю клавишу, и мы можем переключить параметры измерения в пределах значка. Был у нас постоянный ток, стал переменный ток. Опять нажимаем, у нас переключилось в режим измерения постоянного тока. Клавишами влево-вправо мы можем переключать значки. Длительно удерживаем среднюю кнопку, и мы переключаемся в режим измерения с отрисовкой графика значения. В этом режиме мы также можем переключать параметры. Об этом режиме поговорим чуть позже. Длительно удерживаем среднюю кнопку, выходим из режима. Если длительно удерживаем правую кнопку, то переходим в режим одновременного измерения напряжения и тока. Посередине будет показываться мощность нагрузки. Постоянное или переменное напряжение прибор определяет автоматически. Опять удерживаем эту клавишу и выходим из режима. Кратковременно нажимаем эту клавишу и запоминаем значение во внутреннюю память прибора. Если длительно удерживать клавишу, то попадаем в настройки прибора. На первой странице у нас запомненные значения. Мы видим последние 6 значений. Чтобы пролистать эти значения дальше, то нажимаем среднюю клавишу. Страница фиксируется и значок становится оранжевым. Теперь кнопками вправо-влево мы можем листать эту страницу. Всего прибор запоминает 30 последних значений. Опять нажимаем эту клавишу и выходим из режима. Нажимаем кнопку вправо и попадаем в меню настроек. Также нажимаем среднюю клавишу и мы можем эти настройки поправить. Клавишей вправо-влево выбираем, какую настройку нам надо исправить. Вот язык. У нас уже выбран английский. Переключаемся. Выбираем регулировку яркости. И теперь мы можем ее регулировать. Выходим. Смотрим дальше. У меня выбрано измерение в градусах Цельсия. Дальше мы можем включить таймер автовыключения. Для этого мы выбираем, какую задержку мы будем ставить, и включаем. Выхожу из режима настроек. Дальше перезапуск и сброс к заводским настройкам. А тут версия прошивки и производитель. Длительно удерживаем клавишу и выходим из меню. Давайте теперь протестируем прибор. Вначале проверим измерение тока. Подключаем щупы к лабораторному источнику питания. Их закорачиваем и будем эксплуатировать источник питания в режиме генерации постоянного тока. У меня сейчас выставлено 10 ампер. Подаем ток. И как видите, у нас тут 10 ампер
и тут около 10 ампер. С точностью 1%. Давайте понизим ток. Вот 9 ампер, 8, 7, 6. Вот 1 ампер. У нас показывает 1,2 ампер. То есть точность 2%. Если у нас вначале показывает ошибку, мы их обнуляем и включаем ток. И вот видите, у нас показывает 0,99 ампера. И давайте заодно проверим, как прибор рисует график. Вот мы вошли в режим отрисовки графика. Вот мы поднимаем. И как видим, прибор отрисовывает ток, который проходит через клещи. Вот мы вверх. Вот мы опускаем. И как видим, тут показывается максимальное, которое было за сеанс измерений. Оно 5 ампер. Минимальное значение 0 ампер. Давайте перевернем клещи. И как видите, уже у нас минус 1 ампер. И у нас минимальное значение минус 1 ампер. Выходим из режима графиков. Максимальный ток, что измеряет прибор, 100 ампер. Переменный ток он измеряет до 600 ампер. Точность показаний 2,5%. Теперь переключим режим измерения напряжения. У нас по умолчанию он измеряет постоянное напряжение. Выключаем на время прибор. Размыкаем щупы лабораторного источника питания. Подключаем щупы. Красный подключаем к разъему input, а черный к разъему COM. Я шнуры подключил к лабораторному источнику питания. Включаем. Как видите, тут 12 вольт. Тут тоже 12 вольт с точностью 0,2%. Мы можем напряжение регулировать. Вот 2 вольта, 3 вольта, 10 вольт. Показания лабораторного источника питания и наших клещей отличаются на 0,2%. Давайте посмотрим, как работает холд. Удерживаем. У нас загорелся холд. Вот мы выключаем подачу напряжения, но прибор по-прежнему показывает 10 вольт. Если мы выключаем холд, то у нас напряжение становится около нуля. Включаем прибор. Мы можем также перейти в режим отрисовки значений. Вот у нас показывает 10 вольт. Я могу это значение запомнить в память прибора. У нас оно в памяти прибора и показывается здесь. Также могу регулировать значения. И как видите, моя регулировка отражается на графике. Выходим из этого режима. Максимальное постоянное напряжение, что измеряет прибор, 1000 вольт. Давайте измерим одновременно напряжение и ток. Для этого я подключу лампочки. Вот я собрал схему. Ток у нас проходит тут через клещи. Щупы прибора подключил напрямую к источнику питания. Сейчас удерживаем правую клавишу. Переходим в режим одновременного замера напряжения и тока. Подаем напряжение. У нас лампочки загорелись. Вот как видите, напряжение и ток приблизительно совпадают. На клещах показано 29,53 Вт. И приблизительно то же самое показывает лабораторный источник питания. Обращаю внимание, что режим измерения постоянного тока клещи выбрали сами. Вот мы можем регулировать напряжение. Вот подал больше напряжения. Потребляемая мощность увеличивается. Как видите, показания лабораторного источника питания и клещей приблизительно одинаковы. Выбрали значок напряжения. Этой кнопкой выбрали переменное напряжение. То, что сейчас напряжение отлично от нуля, не является дефектом. Это наводки на щупы прибора. Если мы замкнем щупы, то наши показания обнулятся. Прибор замеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения до 750 вольт. Давайте теперь измерим напряжение в розетке. Замеряем.
Как видите, у меня в розетке 225 вольт. Чтобы определить, где в розетке фаза, отключаем черный щуп. Включаем режим определения фазы. Вот определяем. Здесь получается 0. У нас прибор не реагирует. А тут у нас фаза. Прибор издает сигнал. Если переключимся, у нас включается режим NCV. Тут у нас находится датчик электрического поля. Вот подносим к розетке. У нас горит красным и издается частый звуковой сигнал. Переходим в режим измерения сопротивления. Диапазон измерения от 0,1 Ома до 100 мегаом. Давайте замерим сопротивление 10 килоом. Вот у нас показывает 9,95 килоома. Это всего на 0,5% меньше номинала. Такую погрешность может иметь сам резистор. Нажимаем среднюю клавишу и переходим в режим прозвонки. В режиме прозвонки звучит сигнал, когда сопротивление между щупами меньше 50 Ом. Скорость срабатывания достаточно хорошая. При этом показывает сопротивление в цепи. Еще раз нажимаем и переходим в режим проверки диодов. Самое большое прямое напряжение у синего светодиода, его и проверим. Подключаем. Вот у нас светодиод зажегся и прямое напряжение у него 2,6 вольт. Переворачиваем. OL. Бесконечность. Таким образом, мы можем замерить прямое напряжение на диоде и проверить его цоколевку. Нажимаем еще кнопку и переходим в режим замера емкости. Прибор позволяет замерять емкости от 1 пикофарады до 100 тысяч микрофарад. Вот давайте проверим конденсатор номиналом 330 нанофарад. Перед проверкой конденсаторов их следует разрядить. Это можно сделать путем замыкания его выводов, если энергия в конденсаторе незначительна. Подключаем. Вот у нас 331 нанофарад прибор и показал. Это приблизительно совпадает с номиналом. Давайте проверим электролитический конденсатор номиналом 47 микрофарад. Замыкаем выводы. Подключаем, учитывая полярность. Вот у нас 47 микрофарад прибор и показал. Следующий параметр – измерение частоты. Детально на нем останавливаться не буду. Этот режим редко используется. Вот я касаюсь измерительного щупа, и прибор показывает 50 Гц. Это частота наводок на щупы прибора, что соответствует частоте питающей сети. Эту частоту прибор показывает правильно. Жмем среднюю клавишу и попадаем в режим измерения температуры в Цельсиях. По умолчанию он замеряет температуру датчиком внутри прибора. Он показывает температуру 31 градус. Эта температура обычно немного завышенная, так как она включает нагрев платы внутри прибора. Поэтому лучше подключать внешний датчик. Измерять температуру при этом можно от минус 55 до 1300 градусов. Давайте подключим термопару. Вот я подключил. Давайте замерим температуру моих пальцев. Меня показало 39 градусов. Это немного выше, чем реальная. Где-то на 2 градуса. То есть мы должны делать корректировку на 2 градуса при измерениях. Вот я включил измерение переменного тока. И прибор показывает ток, который идет на квартиру. Вот мы можем включить фонарик. Как видите, он довольно ярко тут освещает. Выключаем фонарик. Чтобы измерить мощность, которая идет в квартиру, надо подключить щупы. Вот я замеряю ток цепи. Вот я замеряю напряжение. И
И вот у меня показывает прибор 227 вольт и около 1 ампера. Посередине показывает потребляемую мощность около 240 ватт. Как видите, прибор сам определил, что тут переменное напряжение. Давайте посмотрим, как работает функция NCV. Как видите, прибор далеко находится от щитка. И он показывает, что поле минимально, и показывает синим цветом. Приближаемся. Когда среднее поле уже мигает прибор желтым цветом, еще приближаемся. И он показывает красным цветом. Отходим. И как видите, тут уже поля нет. С помощью прибора можно определить, есть ли переменное напряжение в коробках или в щите, перед тем, как делать в нем работы. Иногда этим прибором можно найти проводку под небольшим слоем штукатурки, но лучше для этого использовать специализированные приборы. Вот такой интересный и компактный прибор с большими возможностями. Я доволен, что он у меня появился. Он может пригодиться для ремонта проводки в доме и в машине. Все его достоинства я уже описал в ролике, поэтому повторяться не буду. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ссылку на прибор я оставил в описании. Напишите ваше мнение об этом приборе в комментариях. Поделитесь роликом с теми, кому этот прибор может быть интересен. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.